Опять попал в GTA. Вертолеты, полицаи, и все на месте. Но оригинальная такая, конечно, бы стоила гораздо больше денег. Надо как-то чинить автомобиль, никуда не денешься. Опять попал в GTA. Вертолеты, полицаи, и все на месте. А мы тем моментом продаем машины. Что делать? Надеюсь, что это не за нами. Сегодня на аукционе Одесса пришли посмотреть машину и увидели такую красавицу. Это Chevrolet Impala. Будет продаваться. Brembo тормоза. Красивая машина. I'll take it. Кто-то уже ручку отломал. Очень красивая. Интересно, сколько такая машина может занести? Бэтмобиль такой. Автомобиль Бэтмена. Не знаю, что там за мотор, но там какие-то вон есть радиаторы дополнительные. Классная. Себе бы такую хотели? А ну, расскажите мне. Я бы хотел бы, но здесь вот она, эта машина, она из-под кого-то, ну кто-то в нее вложился, покрасил ее такой в матовый цвет. Но оригинальная такая, конечно, бы стоила гораздо больше денег. Погода шепчет, а мы идем дальше. Вот приезжают двигателя с Японии, ставят их на капоты. И вот тебе, пожалуйста, Prius. Любой двигатель выбирай на свой вкус и цвет. Опилки ложат, чтобы масло не текло, впитывалось. Прикольно. Вот ставят вот это все на выброс. Просто подлаживают под двигателя. Честно сказать, даже не знаю, какая это машина, марка. Приветствую у нас на канале. Приехала такая машина к нам, 85-ка белая дорестовая, и у нее вылезла ошибка какая-то. Ну, для начала она была какая-то, а потом, когда Саша ее привез, мы ввели ее в сервис-мод, то мы увидели, что у нее ошибка по внутренней изоляции. И самое интересное, я когда еще Саша на ней приехал, он специально из нее не выходил, чтобы она не выключилась. Я взял нашу диагностику, проверил, и у нее сопротивление изоляции было 0, но она до сих пор не выключила контакторы. Очень интересно. Ну, скорее всего, наверное, попала вода куда-то в батарею или что-то вроде того. Обычно, когда изоляция падает, мотором, когда вода попадает, или даже иногда в батарею, то она падает, но не катастрофически, то есть не прям в 0. Чаще всего в 0 падает, когда попадает вода прям вот диффьюз, где высоковольтные шины. Но мы еще об этом не знаем, что там внутри, поэтому я сейчас еще немножечко посмотрю на ошибочки, хотя, в принципе, тут, наверное, уже все понятно. Вот, internal isolation. Isolation Degradation, Low Isolation и так далее, так далее, так далее. Наверное, придется скинуть батареечку и лезть туда. Конечно, это не сильно хотелось бы делать, но надо как-то чинить автомобиль, никуда не денешься. Поэтому, наверное, сейчас мы эту машину поставим в место поудобнее и будем скидывать батарейку. Ну и посмотрим, что же все-таки стало причиной очень низкой изоляции. Вот, смотрите, что хотел показать с самого начала. Вот, Isolation Resistance 0. Вот так вот, именно 0. И контакторы до сих пор еще закрыты. Я думаю, если они отщелкнутся, то уже второй раз не включится, скорее всего. Но сейчас, пока машина не заснула и контакторы включены, она продолжает питать 12-вольтовую сеть и, в принципе, едет. Вот теперь контакторы открыты у нас. И внутреннее сопротивление 0. Что как бы опять же подтверждает теорию того, что где-то к высоковольтной шине на корпус попала вода. Ну либо шина прям упала на землю. Ну вряд ли такого мы никогда не встречали. Вот оно, сопротивление 0. Будем скидывать батареи, будем смотреть, что там. Начнем.
так выглядит наша батарейка. Здесь собралась водичка. Вроде бы визуально заклеено все хорошо, но с сопротивлением не все хорошо. Поэтому мы сейчас будем снимать пентхаус и смотреть, что там. Скоро узнаем, в чем проблема. Вот она, водичка здесь и протекла. Надо всегда промазывать, да? Да, вот водичка здесь есть. Сейчас открутим предохранитель, посмотрим, что там под предохранителем будет. Там я тоже видел воду. Да, озеро здесь. И предохранитель в озере. В очередной раз крышечка нас подставляет, поэтому лучше, конечно, ее всегда менять, либо промазывать вот здесь по краю всегда. Сейчас везде осмотрим, но вроде бы воды много нет, только вот здесь и чуть-чуть пару капель, когда снимали, вот здесь попало. Но это, наверное, мы, когда снимали, оно стекло сюда. На модулях конденсата вроде не видно. Надо тут все разобрать, сейчас вычистить, вымыть, подуть. Ну окей, будем сушить. Ну что мы имеем? Я один модуль достал, я раздену, сниму с него кавер, чтобы он тоже пролежал, какое-то время подсох. Этот модуль, чтобы снять, нужно крышку частично снимать, не хотелось бы этого делать. Но сюда попало мало воды, тут отсюда натекло, в основном все осталось в корпусе предохранителя. И было немного конденсата именно по корпусу, на самих модулях конденсата не было. Я тоже сниму отсюда, раздену их, сниму эти кавера пластиковые, пусть какое-то время модули полежат, подсохнут. Ну и здесь немного все подсохнет. Дальше мы лезть не будем, потому что здесь как бы все сухо, ничего такого нету. Поэтому какое-то время полежит оно, подсохнет немного, и мы все это дело опять соберем, заклеим, будем подключать батарейку к машине. Вот так вот в очередной раз, вот эта крышечка, которая уже нас не раз подводила, она здесь на самом деле не была ржавая, она просто была плохо проклеена. Артем уже еще не почистил герметик. Вот было видно, что тут оно только на резинке было. То есть вот здесь герметик был, а здесь герметика не было. Почему-то. Сверху было заклеено герметиком. Это заводской герметик, это не мы клеили. Мы снимали всю крышку пентхауса, мы саму вот эту крышечку предохранителя не трогали. Но она выглядела хорошо. Оказывается, она была не очень хорошо. В общем, когда все это подсохнет дело, чуть позже мы это все соберем, я это подсниму, покажу, что из этого получилось. Ну, в принципе, а что там может получиться? Вода, которая была в предохранителе, в корпусе предохранителя, я ее убрал, там все высохнет, предохранитель мы заменим. Ну и, в принципе, практика показывает, что обычно вот когда именно попадает в корпус предохранителя вода через эту крышечку, то ты, когда смотришь через диагностику, ты видишь именно не низкое сопротивление изоляции, а именно видишь 0. То есть это обычно говорит о том, что какая-то силовая шина через воду где-то на корпус корротит. Потому что когда вода попадает просто в батарею, то может быть сопротивление низкое, но все-таки какое-то быть. Либо когда это внешняя изоляция, тоже бывает. Получается, что в мотор кулон попадает и сопротивление понижается. Но оно не падает в 0. А вот именно в этом случае оно падает в 0. И как бы уже не раз мы это делали. Убедились в том, что наше предположение обычно оправдывается. Как всегда, пришла прекрасная погода. У нас на улице снежок. И мы едем
забирать, одну машинку привезли, сейчас будем сгружать. Погода шепчет, но нам некуда деваться, приходится двигаться, делать все. Сейчас покажу вам, что нам привезли и как мы с этим будем работать. Вот она. Будем сносить ее сейчас. Она катится, но так как сильно низко спустила suspension, очень низко спустила, мы ее не сможем скатить. Сейчас поедем на форклифте ее снимем вилами, потому что так мы поцарапаем, убьем батарею. На улице прекрасная погода, снежок, все как должно быть. Сейчас заедем, ее снимут спокойненько и все. Вот так вот впереди выглядит. Будем ехать вручную, никак не справиться с этим. Наверное, так выглядит съем машины. Подставили эти. Вот происходит у нас процесс балансировки модулей. Это модули 70-ки. Используем наш стенд, который уже часто у нас показывался в видео. Еще хочу рассказать про такое устройство. Недавно приобрел такое вот интересное устройство. Оно подключается непосредственно к BNB и считывает данные. И вот тут есть несколько режимов. Вот, допустим, сейчас оно показывает напряжение на всех ячейках и показывает температурных два датчика. Есть еще такой режим. Он показывает напряжение общее на модуле и показывает самую верхнюю, самую нижнюю ячейку и показывает разбег между ячейками, ну и показывает температурные датчики. Еще есть вот такой вот режим здесь. Он говорит о том, что разбаланс достаточно большой и ему не нравится. А когда разбаланс достаточный, ну, как он считает, хороший, то палец вверх и он зеленым светится. Я недавно его приобрел, и я виделся с человеком, который его разработал. Мы немного пообщались, было очень интересно. Он еще рассказал, что собирается сделать такое устройство, которое можно будет подключать к батарее, полностью к высоковольтной, которая снята с машины, чтобы тоже считывать данные по напряжениям, по температурам, там еще разные данные. Интересно, как это будет выглядеть устройство. И если, допустим, вам интересно вот такое вот устройство, пишите в комментариях. Я подскажу, где его можно приобрести, если что, если кому-то интересно. Или какие-то вопросы тоже можете писать. Мы в комментариях обычно всегда отвечаем на разные вопросы. А пока вот наш процесс балансировки идет. И я надеюсь, батарея, для которой я балансирую эти модули, она еще послужит хорошую долгую службу. Сказать, продолжение следует. Ночью тянуть, чтобы никто не видел. 100%. Вов, какие предположения? Стартер, да, походу стартер. Да. Артем, все с нами. Я прикрутил уже. Да. Слышишь, Лянь, тормоза горят. Будем посмотреть, что происходит. Вся банда в сборе. Примерно так выглядит наша езда. Что-то шорхает, да, что-то шорхает, и мы продолжаем наше движение прямо. А что до 60? До 70 разгонитесь, и я раз и пошел. Отцеплюсь. Я тут скачу просто, как будто у меня эти скачки. А по какому поводу мы здесь собрались? А у Вовы сегодня день рождения, поэтому мы сейчас туда и пойдем. Дилерская мрежа. С тобой опасно. Про гараж. А мы здесь собрались, потому что у Вована сегодня днюха. И я, как главный блогер, Как главный блогер. С днем рождения! Желаю счастья, здоровья, любви, удачи и везения. Жалко, что камеру забыл включить. Но такой вот маленькой компании. Дякуємо, Николай. Да, поздравляем тебя с 18-летием. Мне 21 уже, я совершеннолетний. Ему за Совершеннолетний. 40. Девочки, не женат. Характер скверный, не женат.
Это было не очень с твоей стороны. Ладно, продолжим чуть позже. Пойду целоваться. Жуйте красиво в кадре! Happy birthday, Вова! Игорь сейчас скажет пару слов. Пару слов. С днем рождения. Happy birthday, Вова! Ура! 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 Товарищи! Поздравляем Вовчика с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, всего самого лучшего. Ну, я ему желаю, чтобы он почитал, что такое аскеза. Это не болезнь. Ты знаешь, что такое аскеза? Боюсь предположить. Это классная штука. И, Вовчик, то, что я тебе сказала лично, чтобы это все сбылось, а ты мне через год что бы сказала. Натали, Ты спасибо. показал скезу. Показал мне аскезу. Проверим. Нет, показывать не буду. Расскажу. Давай, возвращение. Присоединяюсь. Мне нечего сказать, все сказали. Скезы, все пусть будет. Эскизы. Хотя прикольно, когда знаешь, что такое аскеза, покажешь ее, да, это не ее, и показывать нечего. Точно аскеза? Ты скажешь, что там? Забужись. Надо поздравления скажешь, что давай. Быстрее. Давай. А, не, подожди, у нее не налито. Не налей. Что у ребенка это самое? Не, она хочет. Сейчас еще Юлия Вячеславовна. Не, я про это самое наливаю. Чечена Юлия Вячеславовна. Так вот, Давай, давай, доченька. мы сегодня тут зібралися. Не начинай. Ты в другой семье уже там. Ты уже неприемный, блин, успокойся, тебя уже приютили. Я желаю, чтобы в жизни все было хорошо и все слаживалось, счастья, здоровья и самого мира над головой, и самое главное, все, что... Молодец. Спасибо. Молодец, от души. Вот это молодец. Сегодня приехали на мобильное оживление с Вованом. Батареечка у нас не хочет. Пациент скорее мертв, чем жив. 100%. Будем пытаться оживить. На улице холодно. Машинка замерзла, простояла месяц и не хочет просыпаться. Да, но сейчас вот будем обновлять систему. Я знаю, почему такая проблема, потому что он ее зарядил до 166 этих. 100 пудов. Кстати, он, глянь, 0 миль появилось. Оп, 166. Короче, что-то отгнило нормально там, как говорит Вованчик. Что-то там отгнило. И что с этим делать? Понятно, что делать, но это неприятная процедура. Да, дорогостоящая. В этом ее неприятность. Поэтому, ребята, ездите на своих машинах. Не ставьте их на пару месяцев в гараж. Будет проблема. Say hi to our followers. Hey, hi. Меняем Саше стекло на его Model Y. Вот ребята приехали, часто нам приезжают, помогают с заменой стекол. Хорошо, быстро работают. Вот так вот все стараются работать, зарабатывать, кто чем занимается. Мы ремонтируем Tesla, а ребята клеят стекла. И, в принципе, делают это достаточно успешно. У них очень такой плотный график. И говорят, что очень много-много стекол меняют на разные машины. От дешевых до самых дорогих. В общем, наша батареечка подсохла за какое-то время. Теперь я уже их отдел, оба модуля. И сейчас мы это все дело соберем обратно и подключим к машине. Поглядим, что будет. Но я думаю, все должно быть нормально.
Сейчас подключим батарею через удлинители и поглядим, как машина на это все отреагирует. Контакторы у нас клацнули, помпы закачали, жидкость потекла под машину, но мы поставили там ведро, потому что мы об этом уже знаем. Ждем, пока все загрузится, и поглядим, что у нас будет показывать машина. Так, у нас здесь Intel, поэтому быстренько компьютеры загрузились, долго ждать не пришлось. Так, оно ругается на разряженный 12-вольтовый аккумулятор. Ну, в принципе, и все. На кулант. Кулант мы дольем. В остальном сейчас попробуем куда-то поехать. Надо только будет выключить тоу-мод. Включился рейлон у нас. А сейчас попробуем куда-то поехать. Наверное, из-за капота или из-за чего-то он мне не дает поехать. Сейчас. Ну, в общем, куда-то я поехал. В общем, приклеиваем пентхаус, собираем все это дело и ставим обратно на машину. Проверяем на утечку на всякий случай. Берем давление воздуха, перекрываем кран, смотрим, чтобы воздух не утекал. Так на душе спокойнее. Ну что, батарея собрана. Сейчас мы ее поставим на машину. В принципе, ничего особо интересного, ничего особо нового. Вот такие вот бывают проблемы с батареями, когда в них попадает вода из-за коварной крышечки, которая закрывает главный предохранитель батареи. Они сделаны из, ну, не железные, в общем, не алюминиевые, часто подвержены коррозии. Но, кстати, именно эта крышечка, она пострадала не из-за коррозии. Там почему-то был плоховато проклеен герметик под ней. А герметик там был заводской, то есть там никого не было до нас. Ну, мы эту крышечку сняли, все почистили, все хорошенько обезжирили, все хорошенько заклеили на герметик, и я думаю, с этим теперь проблем не будет. Всем спасибо за внимание.